отстраивать, продавать. Это все будут делать торгаши, барыги, как вы там многие называете, коммерсы. Здравствуйте. Сегодня пойдет речь о предпринимателях, о законе 8401, вообще обо всем том, что сейчас происходит в украинском бизнесе. Но поверьте, всем нужно это послушать, потому что по сути это касается каждого из вас. Я думаю, все, даже не предприниматели, слышали о том законопроекте, который был принят в Верховной Раде, о возвращении проверок и о том, что единый налог будет поднят с 2% до 5%, как было раньше в довоенные времена. Есть разные предпринимательские организации. Некоторые там бизнесмены подписывали манифест к Зеленскому, я рассказывал в нескольких предыдущих видео. То есть есть в стране, внутри страны глобальное недовольство поведением и отношением государства к предпринимательскому, креативному, к созидающему классу. Сегодня в Фейсбуке на странице у главы организации SafeOp Сергея Доротича я увидел видео, значит, Дмитрия Разумкова, это известного, хотел сказать политика, я его называю политикан, известного политикана, который там зарегистрировал какую-то постанову, хочет подать. Короче, Дмитро превратился, перевоплотился в очень такого злостного защитника предпринимателей, каким он, правда, никогда не был до этого момента. Но я не хочу пересказывать, вы должны послушать это до конца, только вдумчиво. Коли влада перестає захищати твої інтереси, перестає захищати тебе як громадянина, перестає захищати те, за що ти борешся, за вільну, успішну державу, яка точно переможе у війні, ти не можеш зупинятися, не можеш опускати свої руки. Ти повинен боротися за себе, за свою родину, за своє місто, за свою країну, яка точно переможе у війні. Ви всі знаєте, що нещодавно був прийнятий закон 8401. Закон, який фактично знищить український бізнес. Український бізнес, який повірив владі, не поїхав за кордон, а залишився тут, наповнює бюджет, з якого сьогодні фінансується українська армія. Я хотів би нагадати всім можновладцям, які обіцяли на початку лютого 2022 року про те, що податки будуть зменшені до кінця війни. Податки не будуть збільшувати щонайменше плюс 1 рік після нашої перемоги. Це обіцяв президент, це обіцяли всі депутати, це обіцяв Кабмін. А зараз просто збрехав і повернув те, що було до війни. Повернув перевірки, повернув РРО, повернув високі податки з 2 до 5% з обороту. І фактично продовжує знищувати український бізнес. Бізнес, який, ще раз повторюю, сьогодні забезпечує українську армію. Жодна копійка коштів від наших міжнародних партнерів на інтереси нашої армії не йде. Армію забезпечуєте ви і ніхто інший. Наша команда розумної політики внесла постанову 8401. Якщо вона буде провалена в стінах Верховної Ради, тоді у голови Верховної Ради з'явиться можливість її підписати і направити президенту. І механізм запрацює. До вас завтра прийдуть податківці, які будуть вас кошмарити і робити все для того, щоб ви просто закрили свій бізнес. А якщо цього не відбудеться, то всі ті норми, які є сьогодні, будуть залишатися. І залишатися так, як це обіцяли, до кінця війни, плюс рік, тощо. Я звертаюся до кожного підприємства, малого, середнього, до ваших асоціацій та об'єднань. Будь ласка, напишіть листи на голову Верховної Ради з проханням не виносити цю постанову в зал. Хай все залишиться так, як воно є. Попросіть депутатів її підтримати, якщо, не дай Боже, вона там з'явиться. Я вкотре хочу переконатися в подвійних стандартах влади. І, на жаль, це буде так. Ви пам'ятаєте постанову Цабаля, якою заблокували повернення 30 тисяч доплати нашим захисникам? І тоді посилалися на те, що військові попросили не виносити її в зал. Я хочу подивитися, як їм вистачить совісті винести цю постанову після ваших звернень. Звернень простих українців, які борються за свою державу, за свою перемогу, за свою країну і за майбутнє своїх дітей. Разом до перемоги будемо захищати бізнес і далі будемо захищати Україну і будемо робити все для того, щоб наша з вами перемога наступила якомога швидше.
У меня нет ничего личного к Доротичу, и даже к его движению я вообще всегда за предпринимательские вещи, вы знаете. Я сделал с Доротичем 2 эфира. Но члены этой организации не перестают от меня чего-то все время требовать, на меня нападать, при том, что я неоднократно вел трафик на их там петиции, всякие другие вещи, где их обижало государство. Как действует глава громаднейшей и, на мой взгляд, очень влиятельной организации? Так, как это было, в принципе, когда уже отслеживаешь все и получаешь разную информацию, как это было всегда. Как только дело подходит к красной линии, отступают назад или в какой-то момент договариваются с чиновниками. В чем здесь проблема? Тимошенко, там, Коля Тищенко, вот в данном случае Разумков, это все детали. В чем суть? Нельзя пидорасам давать шанс вернуться и вообще быть в политике. В этом есть ключевая ошибка. И это не то, что ошибка, это преступление. И на самом деле это никакая не борьба за предпринимательский класс, за права предпринимателей. Изначально находиться в позе просящего, а именно так все подобные организации ставят предпринимателей. Давайте просить, давайте просить. Нет, нужно требовать. А вообще нужно давно уже было создавать предпринимательскую партию и идти в Верховную Раду, если действительно такой настрой и такое количество людей в таких движениях присутствует. Почему лидеры подобных организаций так не поступают? Я вам объясню. Потому что занимается конкретная ниша. Вроде бы идет борьба, вроде ты в пределе, вроде за тобой стоят люди, но по-настоящему сталкиваться с системой никто не готов. То есть не готовы идти на риск. Нет вопроса. Но тогда не надо просто-напросто мешать тем, кто действует по-другому, действует иначе, и разъединять людей. Без власти ничего сделать не получится. И если вот такие люди, а я читал, они руководствуются якобы, прикрываются каким принципом? Враг моего врага мой друг. Нет, в этой ситуации так нельзя. Потому что Разумков сейчас такой большой активист на стороне бизнеса только потому, что это тот классический случай, когда точка сидения определяет точку зрения. Если сейчас задницу Разумкова вернуть в кресло главы Верховной Рады Украины, он будет ненавидеть, презирать и Доротича, и всех ФОПов. На самом деле это все для них мелкое в глазах. Это все какие-то ничтожества, потому что когда ты там находишься при портфеле, тебя интересуют крупнейшие денежные потоки, госпредприятия, олигархат. Вот там настоящие деньги и какой-то интерес. Это все путается под ногами. И их тупость всех этих власть имущих заключается именно в том, что лучше предпринимателей, мелкий и средний бизнес вообще не трогать. Там и так в масштабах бюджета не так много налогов, лучше просто на это закрыть глаза и не вызывать на себя такой хейт. Но они настолько тупые, что они даже это понять не могут. А некоторые, такие как Гетманцев, специально пытаются разрушать экономику Украины и поднимать градус напряжения в обществе, который и так во время войны достаточно высокий. Ведь для того, чтобы решить какую-то проблему, нужно сначала для себя ответить на вопрос. За что конкретно сейчас идет борьба? Было 2%, станет 5%, как было раньше. Ну так до войны все платили 5%. Это всего лишь 3% разница. Разве 3% это действительно тот вопрос, за который нужно сражаться? Нет. На самом деле права предпринимателей и бизнес-климат в Украине, налоговая система, все это в совокупности. Есть большая одна глобальная проблема, которую нужно решать. А вот эти вот местечковые решения проблем, якобы решения, это все не работает. И когда я читаю комментарии людей, которые... Я не хочу всех огульно там как-то обижать, не дай бог оскорблять. Я просто говорю то, что я вижу. Понимаете, нельзя, нужно себя вот это вот жлобство выдавливать. Как там я прочитал. А Єлісєвич там опубликовал пост. А что він зробив для ФОПів? А что я должен делать что-то для ФОПов? Давайте вообще разберемся с терминологией. Что такое ФОП? ФОП это вообще не равно предприниматель. Это не означает предприниматель. ФОП это всего лишь форма выплаты налогов, это форма налогообложения. И я прекрасно вижу, чувствую и ощущаю, и когда читаю эти комментарии, где на самом деле человек является предпринимателем, а где это просто человек, который платит налоги по системе ФОП, то есть платит единый налог. Настоящий предприниматель никогда не пойдет вразрез моим словам, потому что принципы капитализма, они как бы непоколебимы. И тут просто глупо и не о чем спорить. Я хочу также сказать по поводу тех, кто владеет мафами. Продолжает власть Кличко и в других городах, несмотря на войну, на глобальную нищету, на то, что экономика в 2 раза упала, разрушать, рушить эти бедные мафы, лишать людей бизнеса. Я не вижу вообще желания людей отстоять свои права по-настоящему. Я не вижу желания людей вообще что-то сделать. Ко мне не пишут они не приходят ко мне на канал.
Для них меня объявили каким-то не таким. Ну, тогда единственный путь действительно вступать в сейфоп и бороться за 3% налогов, ручкаться с Тимошенко, Юлией, там, с Тищенко, я еще не знаю с кем, или в данном случае с Разумковым. Вы просто таким образом позволяете мерзавцам, конченным негодяям, которые на самом деле вас ненавидят, побыть в политике и дальше юзать вас и нашу страну. Как это выглядит? Представьте, что есть баррикады, здесь госаппарат чиновники, здесь предприниматели. И вот такой, как Разумков, какую-то там щель проделал, или его срачами выгнали с его стороны, он через эту щель сюда проникает. Ребята, я свой. Ну да, давай с тобой порешаем эти вопросы. Нет. Я хочу вам сказать, что не надо мне верить на слово. Закончится война, там, пройдет полгода, год, 1,5-2 года. Вы все увидите, что такие движения ни к чему на самом деле не приводят. И даже если представить, что удалось там каким-то чудом, там, Зеленский не подпишет, оставить 2% или не допустить сейчас налоговой проверки, это не является глобальным решением вопроса. Это просто вы отсрочили наказание, казнь. А такие как Гетманцев и даже сам Зеленский, у них только одно на уме – казнить. Потому что если это был бы президент, который знает наши боли, который понимает, как работает рынок и насколько вообще предпринимательство важно, мы сейчас к этому еще перейдем, потому что здесь еще есть обратная сторона медали. Первые его указы были, и первые его действия были бы, это встречи с бизнесом, с мелким, со средним, потому что крупный бизнес, это, как правило, вы знаете, какой-то бизнес в Украине, не все, но подавляющее большинство, им помощь никакая не нужна. Они способны платить и в этой даже налоговой системе существовать. У них есть там лазейки разнообразные. Они вообще живут совершенно другими проблемами, чем живут реальный сектор экономики, мы, настоящие предприниматели в Украине. А теперь 2 слова про обратную сторону медали. Я неоднократно замечал в комментариях и на стримах, и там у других, допустим, людей на страницах такое небрежное отношение людей, как они: а этот торгаш, а этот коммерс. Да был президент торгаш, стал клоун. Я не могу понять, откуда это пренебрежительное отношение к предпринимательскому классу. И когда я пытался вступать в такие дискуссии, никакого ответа, естественно, быть не может. Потому что там вот такие вот, которые пишут, кстати, часто комментарии у движения сейфоп. Так вот у меня вопрос. Вы когда идете покупать продукты, чтобы сегодня покушать, вы куда идете? Вы идете в магазин, так это торгаш. Вы одежду где покупаете? Так это торгаш, но это по-вашему торгаш. Для меня это предприниматель. А для быдла и для жлоба это торгаш. Зачем так называть людей? Ведь все, чем вы пользуетесь в жизни, произведено предпринимателями. Это не Советский Союз, государство ничего не может. Государство на самом деле не создает рабочие места, это обман. Государство вообще ничего не создает, оно только разрушает. В данном случае разрушена жизнь огромной страны, практически целиком. Вот что такое государство и что такое предприниматели. И только предприниматели в состоянии, и только предприниматели будут поднимать Украину с колен, когда закончится война. Отстраивать, продавать, это все будут делать торгаши, барыги, как вы там многие называете, коммерсы. Особенно слово коммерс меня смешит, потому что человек как будто бы в 90-х жил, это в 90-х так называли бизнесменов коммерсами, это блатные понятия. Когда это сейчас используют какие-то непонятные кадры, это просто смешно реально. Поэтому те, кто еще так считают, мыслят и употребляют такие слова, я вам просто советую, для того, чтобы не выглядеть глупо, в 2023 году выбросьте их из этого лексикона. Я вам ответственно заявляю, что такого пренебрежительного отношения, как в постсоветских странах, к предпринимателям нет нигде в мире. Я понимаю, что побочка от Советского Союза, буржуи и все остальное. Но еще раз повторяю, 2023 год, давайте с этим будем заканчивать. Возвращаясь к теме ролика, я не ищу себе врагов, я наоборот пытаюсь объединить людей сейчас, потому что если сейчас не объединиться, то Украина в реальной опасности. Поверьте, эта опасность похлеще, чем Путин даже, внутреннее противостояние и внутренний наш враг. А внутренний наш враг – это чиновник. Поэтому я обращаюсь ко всем предпринимателям. Если вы хотите действительно иметь права у себя в стране, нужно создавать партию, нужно закатывать рукава, идти в политику. И те там, кто более активные, кто разбираются, потому что предприниматель не обязательно должен там досконально в каких-то политических, экономических процессах разбираться. Это как бы желательно, и многие потом к этому приходят. Когда бизнес начинает расти, это как бы само по себе обязывает. Это интересно. Но вы должны понимать четко, где ваш друг, где ваш враг. Если человек ручкается с госаппаратом, с чиновниками и пытается договариваться, ну может не враг, но точно не друг. Только радикальная оппозиция. Вот предприниматели, вот госаппарат. Все проблемы предпринимателей и вообще Украины только от чиновников. Ни люди здесь ни при чем, ни предприниматели здесь ни при чем.
Поэтому нужно искать точки соприкосновения, точки объединения. Я лично готов объединяться со всеми, готов объединять людей, но людей со жлобским колхозным пониманием я не буду с ними иметь ничего общего. Я не буду иметь ничего общего с теми, кто не понимает или не хочет понять суть проблемы, кто хочет просто переиначить и вот это говно, которое создало нам государство, в какую-то более красивую обвертку, какие-то компромиссы. Я вообще проще вам скажу. Я против всяких полумер. И я не перестану козырять фразой, которой не я, к сожалению, автор, а автор великий тренер по футболу украинский Валерий Васильевич Лобановский. Я ее раза 2 или 3 уже повторял, еще раз вам скажу. Рисковать нужно сегодня, потому что может случиться так, что завтра уже нечем будет рисковать. И в этом случае это очень сильно касается нас всех. Каждого украинца и тем более предпринимателя. Потому что сегодня еще, слава богу, есть чем рисковать. Риск я что имею в виду? Противостояние с госаппаратом. Сейчас война, нужно это делать медийно, кучковаться, объединяться. Начнется предвыборная кампания, даст Бог, как можно быстрее война закончится. Это будет совсем другой разговор, совсем другие действия. Сейчас руки связаны, я понимаю. Но идти ручкаться с всякими презервативами использованными, с всякими политиканами, вот этими вот мальчиками, которые ни хера в жизни не сделали, красивый свитерок одел, залезался, никакой идеи за собой не несет, пустое как пробка. Ничего. Вообще посмотрите, кто там на эту тему отдельного видео, кто в эти слуги народа попал. Это там примерно мои ровесники, 30-35 лет. Боже, я когда их читаю, или когда там из частных бесед мне передают люди, которые с ними общаются, дословно их фразы, что в этой голове, это просто, или там на ютубе где-то встречаю, это просто, это какой-то кошмар. Я вам скажу так. Более тупой Верховной Рады, чем сейчас, вот такой вот, не было никогда. Вот просто никогда. Там были враги Украины, предатели, пятая колонна, негодяи. Но чтобы настолько вот таких, там не было никогда. И когда я читаю себя на странице, в комментариях, у себя на каналах, там, в Телеграм, здесь, кстати, подписывайтесь и в Телеграме, сюда обязательно. Когда я читаю, вот я за Разумкова, у меня всегда один вопрос. А скажи мне, за что Разумков? Ну ты ж, он тебе чем-то привлекает, скажи, за что он? Да вот он нормальным парнем выглядит. Вот такой вот критерий. Нет, друзья, без идеологии, без видения четкого, что ты строишь, ничего не получится. Вы не можете идти за кем-то, не понимая, что строит этот человек. А если этот человек Советский Союз новый строит? Но вы представляете, если Путин в 2000 году вышел, и вот там, как там, по-моему, было, новогоднее обращение после Ельцина. Ельцин обратился к нации, что он уходит по состоянию здоровья, а потом Путин, там, премьером его поставили. Если Путин выступил, сказал, вы знаете, я буду строить Советский Союз. Ну, кто бы за ним пошел? Только отбитые совки. Нормальные люди за ним бы не пошли. И олигархи российские, если тогда такое услышали, они бы все сделали, чтобы он не пришел к власти. Видите, сколько человек горя натворил? Нелюдь этот. Так вы, получается, по таким же критериям живете. Еще раз говорю, идеология, четкая концепция и четкие, внятные ответы на поставленные вопросы. А не вот эти вот конформисты, куда ветер, туда и они, где выгодно, там и они. Резко все такими либералами стали, защитниками бизнеса. Противно просто. И позор тем лидерам общественных движений и предпринимательских, которые ручкаются с такими вот негодяями. Пишите свои комментарии, пожалуйста, под этим видео. Предприниматели welcome. Почта моя везде открыта. Пока.